Привет, мир и его слушатели! С вами Кио, и это подкаст «В одной комнате». Это нулевой эпизод, который показывает, что будет в дальнейшем сезоне. Приятного прослушивания, начнем. Эпизод нулевой. Мы не одни. Ежедневно мы в мире кого-то представляем. Это может быть какой-то романтический ушедший образ. Это может быть лицо вашего начальника, которому вы забыли сдать свой проект. Это может быть ваш родитель, который вас когда-то обнимал в детстве, и сейчас вы поэтому скучаете. А может быть, какое-то очень счастливое воспоминание, что до сих пор вызывает у вас искреннюю улыбку. В любом случае, что бы вы ни представляли, как бы ярко ни ощущали, это все создано из мыслей. Маленьких, с эмоциями мыслей. Они окружают нас почти каждый день. Хотя что там почти? Ночью же мы тоже бодрствуем, просто во сне. И психику, и сон пытались изучать многие, что со стороны эзотерики, то и с более научной стороны. И это очень интересно. Мысли и образы поджидают нас повсюду. И мы не были бы людьми, если бы не могли их уметь применять. В своих же целях. Воспоминания не вечны, но их мы можем закреплять на чем-нибудь. На фотографиях, в письме, в звуке. Также и с персонажами, которые создаются разные произведения. Книги, песни, рисунки. Это, конечно, тоже недолговечно, но приносит какие-то эмоции и удерживает в памяти немного дольше. Есть персонажи, которые разговаривают со своими авторами. По крайней мере, так они утверждают. Мы не можем знать точно, как это получается, но некоторые персонажи и правда живые. Они живут в наших воспоминаниях, благодаря нашей фантазии, благодаря нашей любви. В конечном счете, я тоже себя ощущаю персонажем. Ваш ведущий – это сосед по голове, тот, кого называют воображаемым другом. Я не считаю себя запертым в теле или что я хуже других людей. Но я понимаю, что мои действия ограничены в этом мире и прекрасно нахожу способы выкрутиться. И об этом мне бы хотелось рассказывать в этом подкасте. О том, как я или другие такие же личности могли бы и можем развиваться в этом мире. В согласии со своими ведущими личностями, по-другому хостами. Это подкаст для тульповодов, для тех, кто считает, что у него не одна личность, Two Spirit, и те, кто в целом заинтересован этой темой. Как так происходит, что персонажи оживают настолько, что не хотят уходить, это у всех индивидуально. Говоря про себя и наблюдая за другими, могу сказать, что происходит маленький кризис. Когда ты осознаешь, что того мира, который тебе создали, маловато. Нет, конечно, ты можешь всегда при желании вернуться, но этот маленький мир, неважно, в чьей он голове был создан, он ограничен. Ограничен историей, которую должен рассказать. Мне бы хотелось рассказывать собственно. И это очень тяжело принять. Многие альтеры, тульпы, любые спутники уходят на этом моменте.
уходят в подсознание, уходят в свои миры. Это тоже выбор. Я знаю, как это может быть тяжело расставаться с ними. Я и сам переживал такие расставания. Вообще забавно вышло, как был назван этот проект. В одной комнате — это укороченная версия. Шутки про психиатра спрашивают больного: а если эти ваши друзья сейчас здесь? Они сейчас с нами? С нами. И в одной комнате. По крайней мере, по существу оно действительно так. Мы не можем исчезнуть просто по мгновению волшебной палочки, по гипнозу или установкам мысленным с первого раза. Все равно какие-то воспоминания остаются, как мне кажется. Именно поэтому пугают, что от тульпы сложно избавиться, или же невозможно избавиться. И это отчасти правда. Поэтому люди, которые создают таких спутников, должны осознавать, на что идут. Должны нести ответственность. Но и с этической стороны тоже вопрос немного сложный. Многие правда верят, что их ребята уходят в свой мир. Это безопаснее, чем думать, что ты кого-то убил. Конечно, бывают разные случаи. Бывают настолько обиженные альтеры, тульпы, что они начинают творить беспредел. Вредить телу, грубить близким и все в таком прочем, что не очень нравится другим людям. Здесь же я буду на стороне системы и скажу, что надо нести ответственность за то, в каком обществе мы живем, в том числе и за тело. Будь ты хост, который с рождения знал себя в этом теле, или же случайно попавший друг, защитник, тульпа, альтер-эго. И если с такими личностями нельзя договориться, нужно применять соответствующие меры. Но у каждого случай индивидуальный. Иногда хороший диалог способен вывести многие вещи своего подсознания и лучше понять друг друга и себя заодно. Это тяжелая тема, на которую стоит отдельно говорить, но я ее кратко затронул, чтобы иметь представление. В конечном итоге мне хочется нести идею, что возможно сожительствовать с несколькими альтерами, несколькими личностями и находить всему время. Находить время на увлечения, находить время на свои вещи, друзей. Это все очень сложно, я знаю. Но мне кажется, мало о чем нельзя договориться. Об этом мой подкаст. Умение договариваться вообще очень важно. Всем людям, вне зависимости от того, появились они раньше или позже, осознали себя рано или поздно. Ведь если я не ошибаюсь, а я не специалист, осознание своей личности происходит в возрасте 4-5 лет. Поэтому я думаю, вполне этичным сказать, что хост, первая личность, тоже осознается, как и все последующие. В любом случае, я не осуждаю тех, кто со мной будет не согласен. Это нормально, и это удобно быть таким, каким вы являетесь. Разумеется, вставая на этот путь осознания, что помимо вас еще кто-то есть, немного сложно. Этот путь приносит как и облегчение, так и некоторые, будем честны, страдания. Жизнь для всех нелегкая штука, но вместе с тем она бывает
тех маленьких моментов, когда мы действительно живем. Ради моментов спокойствия, ощущения безопасности и тепла. Это все очень круто отпечатывается на всю свою жизнь. Поэтому, слушая этот подкаст, выбирайте сами для себя, что вам важно. Некоторым личностям удобно появляться лишь на пару часов перед сном, а другим вовсе не нужны наши советы. Наши. Да, пожалуй, вопрос о том, как говорить о себе в единственном или множественном числе, тоже стоит так перед носом. Я говорю «наши», потому что сейчас имею в виду своего хоста. Я еще не знаю, как к ним лучше обращаться, но я уважаю их желание анонимности. Поэтому будет промелькивать местоимение «они». У меня в сценарии подписано, что даже будь мы научными лауреатами, мы можем лишь предложить свои варианты, которые вы можете пропустить. Но, с другой стороны, нам было бы действительно интересно изучать всю эту тему с более профессиональной точки зрения. Если в обозримом будущем такое случится, вау, вот это будет очень смело. Ну, а даже если и нет, то пускай этим и правда займутся профессионалы. Мне будет очень приятно побыть частью какого-либо исследования, экспириенса. Поэтому я готов к разговору. Даже в комментариях. Особенно в комментариях. Подведем тогда небольшие итоги. Явление разговоров с персонажами распространено намного чаще, чем мы можем подумать. Насколько сильно, это уже зависит от каждого. Будь вы творческой личностью или обычным человеком с своими проблемами и радостями, мечтами, которые так приятно представлять. Ситуация, когда же эти мечты формируются в личность, и спутник решает проявляться несколько больше своего обычного поведения, эти ситуации тоже разные. Иногда это, правда, может потребовать вмешательства врача. Что касается же нас, врач-психиатр нас не осматривал. У нас был психолог, у нас были разговоры с другими людьми, но никак не психиатром. Увы, на данный момент времени, декабрь 2023 года, мы не имеем средств, чтобы посетить этого врача. Но я не отчаиваюсь, потому что знаю, что я не наврежу телу. Последний вывод, который я могу сказать, правда, не специалисты. Мы лишь хотим сделать мир немного лучше. Путь сожительства требует умения пробовать, ошибаться и договариваться вновь. Я желаю вам пробовать и ошибаться в любом деле. Неважно, какое вы лично или со спутником выберете. Спутником, кстати, я спокойно называю из своего хоста. Мы, по сути, друг друга вместе поддерживаем, разочаровываемся и пробуем снова. Я надеюсь, подкаст вам понравился. С вами был Кио, друг и сосед по голове. До следующего эпизода в одной комнате.